Всем огромнейший привет! Сегодня у нас на очереди город Кыштым. Сейчас поедем по нему с папой, с Ралиной. Мама нет, мама что-то плохо себя чувствует. Вот мы стоим возле Стеллы уже. Ну и сегодня будет у нас читать папа. Оценивайте в комментариях, как это. В общем, потому что Ралину-то вы оценили. Да, по-разному. И значит, сегодня у нас какое? 11 февраля, суббота. Да, будет читать папа. И историю зачитаем, и по достопримечательностям проедемся. Погнали. Всем привет, кыштымцам. Таков. Сейчас папа с планшета зачитает данные по Кыштыму. Далее историю, да, и далее мы проедемся по достопримечательностям. Часть информации с Википедии, часть информации с сайта Ураловед. Мы этого не скрываем, сайт хороший. Ну, в принципе, я думаю, можешь тогда начинать. О, какая гора красивая. Егоза. А Сугамак где-то Сугамак? Тоже рядом. Егоза, Сугамак. Но заезжать это дальше, потому что там поворот на Слюдорудник. Там как раз Сугамакские пещеры. Значит, несколько поворотов на Кыштым. Мы заедем, наверное, сейчас с первого поворота. Но в итоге мы, по максимуму попробуем проехать здесь. Можешь начинать? Кыштым. Город с 1934 года областного подчинения Челябинской области. Население на 21 год 36 045. Падает стрелочка вниз. Кстати, в 2002 году было почти 42 тысячи. Сейчас 36. На 6 тысяч получается. Да, вот. Расположен на границе Южного и Среднего Урала, на реке Кыштым, 90 километров от областного центра города, от Челябинска. В 5 километрах от города расположено озеро Большое Акуля. Я вообще не слышал. Город окружен лесами и озерами, на его территории и вокруг более 30 озер. В непосредственной близости находятся природные памятники Сугамакская пещера, гора Сугамак, озеро Сугамак. Так, экономика. В настоящее время в Кыштыме действует более 50 предприятий всех форм собственности. Металлургической, горнодобывающей отраслей, машиностроение, деревообработка, легкая, пищевая, строительная. Так, акционерное общество Кыштымский медиаэлектролитный завод, бывший Демидовский железоделательный, входит в число лучших в мире предприятий в мире по производству высокочистой катодной меди. На основе новых технологий освоен выпуск селена, теллура, золота, серебра. Кыштымское машиностроительное объединение выпускает горно-шахтное оборудование, которое используется на народных предприятиях России и экспортируется за рубеж. Тайгинский карьер – единственный в России производитель кристаллического графита. Так, акционерное общество «Ксанта» на базе кыштымского месторождения каолина производит сырье, широко применяемое в электротехнической и керамической промышленности при производстве резины, ткани, картона. Абразивные материалы выпускаются в городе. С 2014 года предприятие «Русский кварц», единственное предприятие в России, выпускающее кварцевый концентрат для производства высокочистого кварцевого стекла. Много, сколько тут единственного. Да, вот, я сейчас еще найду, где-то было это, первый в мире, сейчас об этом вспомнил. Забыл, да? Нет, стены долбят-то как? На самом деле это с Википедии, да, ты зачитываешь сейчас? Сейчас Википедия. То есть сейчас пока непонятно. Там иногда пишут, что часть что-то закрыто, что-то открыто, да, но не всегда это сходится. Поэтому местные жители, вам просьба, пишите. Вдруг что-то уже закрыто, а вдруг что-то новое, например, открыто. Очень интересно будет. Вот. На другом предприятии, например, Кыштымском механическом заводе в 1934 году, помимо прочего, начали производство первых отечественных перфораторов. Перфоратор, где долбить стены, понятно. Вот.
Еще в начале 20 века Кыштымский медиаэлектролитный завод впервые начал в стране выпускать рафинированную медь. Позже, в 28 году, тут была произведена первая партия советского селена, а в 1932 году теллура. Кстати, Кыштымский селен пошел на изготовление рубинового стекла для звезд Московского Кремля. О, нифига себе. Также, да. Тогда, в 1937 году, им на смену пришли новые светящиеся рубиновые звезды, а насыщенный ярко-красный цвет им придавал Кыштымский селен. Вот. Популярный у нас регион. Каснинское литье, да? В середине 20 века в рамках атомного проекта поблизости построили комбинат «Маяк» и закрытый город Озерск. А 29 сентября 1957 года там произошла серьезная авария радиационная. Прогремел взрыв на хранилище жидких отходов, в результате чего в воздух поднялось радиоактивное облако, накрывшее большую часть. Образовался обширный восточно-уральский радиоактивный след. Многие деревни после этого пришлось переселить. Вот. Необычненько, многоэтажечка тут смотрится. Многоквартирный домик среди частных маленьких домиков. Так, а вот я смотрю, тут что-то чайничек, что ли, это или... Давайте историю. Давай историю. Памятник пограничнику с собачкой. Памятники, классно. Так, Кыштым — интересный городок Челябинской области. Здесь есть свой Белый дом, а за расположение среди соединенных протоками многочисленных прудов и озер его называют Уральской Венецией. Так, в этой статье познакомимся с историей. История Кыштыма. Этот населенный пункт возник как горно-заводской поселок при Верхнем и Нижнем Кыштымских железоделательных заводах на реке Кыштымке, основанных Никитой Никитовичем Демидовым. Датой основания считается 1757 год, когда была получена первая продукция. Считается, что название произошло от башкирских слов, означающее «зимнее стойбище» или «тихое зимовье». По другой версии, Кыштымами по-татарски называли народы, которые платили дать другому народу. Это центр, ребята, у них центр. В 1809 году Демидов продал кыштымские заводы екатеринбургскому купцу Расторгуеву. В 1822 годах в Кыштымском горном округе произошло крупнейшее в 19 веке восстание рабочих, вызванное ухудшением условий жизни, невыплатой зарплаты и нехваткой продовольствия. В 23 году, в 1800... Можно я тебя перебью? Я тут тоже интересную статейку прочитал, где говорилось, вот когда начался голод, нехватка продовольствия, знаешь, какой они вопрос тогда правители решали? Они решали это тем, что они переставали зарплату выплачивать. И то есть людям не на что было покупать, и тем самым они экономили продовольствие. После этого, кстати, стачка пошла, хотя люди долгое время терпели. Вот интересный, да, способ? Я вообще в шоке. Ну вот тут вот. В 823 году заводами управлял Георгий Зотов, за свою жестокость прозванный Кыштымским зверем. Слухи о самоуправстве Зотова дошли до Петербурга, их расследовал граф Строганов. В итоге Зотова и Харитонова отдали под суд за то, что он был жестокий. Разбирательства шли 10 лет. В 1837 году их пожизненно сослали в финский город Кёкстгольм. Дальнейшая судьба Зотова и Харитонова неизвестна. Сейчас о Зотове стали чаще говорить как о талантливом управленце, забывая, какими человеческими жертвами это досталось. В 1896 году через Кыштым прошла железная дорога, соединявшая Екатеринбург и Челябинск. До этого металл отправляли водным путем на барках с Нязепетровской и Сорокинской пристаней. В 1900 году горный округ был акционирован. В 1907 году общество Кыштымских горных заводов перешло в правление англичанину Лесли Укварту. Его заместителем был Герберт Гувер,
будущий 31-й президент США. Представляешь, здесь работал президент США. Да. Во время гражданской войны в 19 году тут шли бои, в результате которых кыштымские заводы были освобождены от белых. Ну, стрелковой дивизии красных. Вот 25 мая 21 года в Кыштыме вспыхнул страшный пожар, уничтоживший примерно треть поселения. Десятки людей получили серьезные ожоги, 4 человека погибли. Очевидцы пожара рассказывали, что это была невероятная сила огненная буря. Ну, все же деревянные дома. Охватившая сотни домов и сметавшая все на своем пути. Повсюду вопли людей и рев погибающих животных. Взлетающие в воздух домашние птицы в одно мгновение превращались в пламенем, и мертвые, как камни, падали на землю. В этот день сгорело больше почти 700 домов. Школа, детский дом. Ликвидировать последствия помогал сам представитель ЦИК, всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, специально приезжавший в Кыштым. Он лично смотрел сгоревшую часть, затем выступил перед собравшимися жителями с балкона Белого дома. Вот мы поедем его смотреть. Калинин помог Кыштыму восстановиться, выделив деньги. Все, наверное. Все по истории, по да? истории, да. А я еду направлением по табличке в Челябинск, то есть на выезд. Вот смотри, тут новая монетка. Открылась монеток прям куча. Магазинчик «Радуга». То есть по дороге, где мы проедем, рынок. Ну и, собственно, наверное, сейчас давай доедем до конца, до выезда практически. Оттуда уже начнем по достопримечательностям ехать. То есть их смотреть подробно. Нам повезло, кстати, небо. Ехали сюда, все затянуто было. Ну, Кыштым нас радостно встречает небом, наверное, и солнцем. Ну, начинают с Белого дома. С Белого дома, да. А Белый дом находится, будем сейчас искать по адресам. Ну, давайте сейчас прокажем вот этот район, где куча всяких магазинов. Стольник даже есть. Тут у нас в Нежинске то его нету. Достаточно нормальный магазин, где в котором можно одеться. У нас был да ушел. Да, был да ушел. В общем, куча различных магазинчиков тут в жилых домах. Раньше, я помню, мы сюда все ездили на рынок. Что мы тут покупали, правда, не помню. Продукты, наверное, да? Нет, китайский рынок. Китайский. Одежду? Да. Ну, рынок он и есть, Арбат вон. Но я не знаю, он сейчас уже, наверное, не китайский. Ну и народу нет. Ну да. Дальше у них там поселок Калиновый. Тоже он, я так понимаю, к Кыштыму относится. Ну что, сейчас день тут развернемся тогда и будем непосредственно по интересным местам ехать. Дом забили, это улица Карла Маркса 2. Едем по навигатору. За одним заснимем улицы, которые мы не ездили, потом заснимем в основном городе. И во дворы обязательно заедем, и в магазин какой-нибудь зайдем, может и на рынок тоже прогуляемся. Церкви, кстати, надо будет тут еще, да, поснимать. Церкви же тут расположены крестом, если сверху смотреть. В виде креста 4 церкви. Вовнутрь будем заходить? Ну, какую-то надо выбрать будет. Надо зайти. Слушай, мусорки у них цивильные какие-то, желтые баки такие интересные стоят. Только сейчас обратил внимание. В принципе, вот по дорогам в сторону Челябинска ехали, качество более-менее. Конечно же, какие-то второстепенные, наверное, может, будут и похожие. Ну, вот как это. А здесь мы едем улица Калинина. Просили еще улицы называть, чтобы, видимо, ориентироваться людям. Впереди лежачий полицейский. Видишь, лежачий полицейский предупреждает уже: покупайте всей семьей. Магазин. Магазинов, конечно, тут что-то много всяких. Ну, трясет. Челенбанк. Так, а что мы можем тут, наверное, в какой-нибудь дворик заехать сразу же, посмотреть, так сказать, наугад проехать. Потому что мы всегда в городах дворовые части некоторые тоже снимаем. Вы, кстати, можете писать, какой, например, у вас самый лучший двор,
Ох, как тут трясет-то. Стояночка гостевая. Зато вид на гору. Вид на гору, да, тут красивый. Горка. Причем мы с этой горки можем съехать же, я думаю, потихонечку. Съехать-то сможем? Заезжать? А заезжать нам не надо. Смотрите, вот детская площадка. Красочная. Что тут? Какие-то домики, смотри, вот заколоченные. Что, заколоченные? Они жилые, нет? Хотя вроде стекла есть. Поверните налево, а затем через 100 метров вы Они раздельные, пластик. раздельная макулатура. пластик, макулатура. Интересно, кстати. Это что за здание? У меня не пишет. Труп бродячей собаки. Да, слушай. Вот Да, вот тут собаки-то- вид-то, конечно, уже не очень. Он кормит их бабушка там. Коты и собаки, и, короче, животных моря. Да, заехали мы, конечно. Интересно, такой этот двор продолжительный, я бы сказал. И притом сквозной. Дома обшарпаны. Ну да, домики надо красить, конечно, было бы красивее. Елочка у нас остатки от нее стоит. Все-таки, ну, как говорили, бледный вид города, там вот писали в Ураловеде. Но я думаю, все-таки бледный вид города придает именно вот такие вот серые здания, да. То есть, если, например, красить, мы же много раз уже ездили, да, где здания покрашены, свежие, там и все это ярче смотрится. Вот, например, взять зеленый домик, да, покрашенный, как он хорошо смотрится. Прям бы еще крышу сменить. Да. Блин, прям смотрится очень так жизнерадостно, классно. Куда-то мы заезжаем. Улица Сверлова. Ой, так мы к церкви приехали. Так, Рождественский собор называется. Сейчас можно найти его и прочитать. Вон какие купола-то у него. Пожарная машина. Ну, он вроде открыт. Хотя. Пойдемте посетим собор. Раз мы все посещаем. Звук надо только у телефонов выключить. Да, как Алина сказала, очень красиво там. Ну, я согласен, прям красиво. Пойдем вот сбоку, пойдем посмотрим еще. В общем, там, я не знаю, как праздновать, молитва, да, сейчас идет? Богослужение. И приятно так получается слушать. И запах, да? Ладана, свечей. Ой, а тут перекопано все. Он, я так понимаю, на реставрации, что ли, еще собор. Да, потому что достаточно долго его делают. Но он большой. Угу. Можешь рассказывать? Собор Рождества Христова. Улица Ленина, 22. Каменный храм построен на самой высокой на тот момент точке города в 1848-857 годах, к столетию завода. Возведен в русско-византийском стиле. Имя архитектора неизвестно, но скорее всего в основу влегли типовые чертежи архитектора Константина Тона. Высота колокольни достигает 71 метр. Храм двухэтажный. Нижний этаж был зимним, отапливаемым, а второй этаж был летним. Внутренняя настенная роспись шла медленно. Первый этаж закончили в 1902 году, а роспись верхнего этажа до революции 1917 года не успели закончить. В 1935 году церковь закрыли, но уже в 1941 году открыли вновь. Рядом с церковью стоит памятник пожарным в виде пожарной машины А вот, на кстати, постаменте. Пожарная пожарная часть, видимо. Вот, смотрите, пожарная машина. Да, его открыли в 2012 году. И мирное время есть место подвигу. Ну да, у них всегда подвиг. Памятник Ленину. Да, так проехал, показал прям. Социальные фонды, пятерочки, снова через центр проезжаем. Вокзал, дальняя дача. На вокзал мы тоже съездим обязательно.
Дальняя дача это там, где санаторий. Не прочитать. Мелко, да. Мелко вот вообще. значки, вот эти достопримечательности. Главное, сделали они для тех, кто едет за рулем. Ну, не за рулем, на машине, да. Но их невозможно практически прочитать. Очень мелко. Надо более крупно это делать. Так, а я не туда поехал. Кыштымское машиностроительное объединение. Как вам здесь налево, да, пока? Да. Пятерочка. Интересно, здесь мы еще не ездили. Да, по Яндексу, ребят, не получилось поехать. Он что-то через завод ведет. Кыштымское машиностроительное объединение. Поэтому сейчас будем искать другой путь к Белому дому. Хотели здесь припарковаться, а раньше здесь припарковали. Видишь, вход делают здесь, какая арка будет красивая. Раньше здесь был вход, а сейчас идет, видимо, реставрация, ремонт. И здесь никак не встать. А где тогда встать, где вход? Вот, наверное. Здесь машину и поставим. Хотя нет, тоже закрыто, смотри, да? Так, слушайте, вообще что ли сейчас не туда не пробраться? Через забор снимать. Ага. Интересно, интересно. Раньше я тут, помню, гуляли, а сейчас, видите, все на цепи, закрыто. И, похоже, ни с какой стороны туда не пробраться. Читаем. Корректировка проекта, работа по реставрации при способлению к современному использованию путем проведения капитального ремонта. В общем, ну, когда построят, видимо, будет красиво. Внизу, видишь, написано декабрь 24-го. Начало работ июль 22-го, окончание работ декабрь 24-го. Ага. Приезжайте. Да, к сожалению, вот так вот, ребят, получилось. Тут уж мы не виноваты. Мы хотели все это показать, но сейчас папа хотя бы зачитает историю. Читать. Читай. А, пешком можно вон по озеру пройти, по реке, по водоему, кстати, туда. Пойдем. Так. А, все равно забор? А, перегорожен полностью. Ну ладно тогда. Ну, в первой половине 19 века по распоряжению нового владельца Расторгуева, это Белый дом, а нет, вот, строительство усадьбы началось с Демидовым вместе со строительством Верхнекыштымского железоделательного завода в 1750-х годах. Архитектор неизвестен, но есть предположение, что автором стал известный зодчий Матвей Казаков. Сначала это была двухэтажная усадьба в стиле барокко. В первой половине 19 века по распоряжению нового владельца Расторгуева здание реконструировали по проекту талантливого екатеринбургского архитектора Малахова. Заканчивалась реконструкция уже при Зотове. После этого внешнее здание стало напоминать усадьбу Расторгуева-Харитонова в Екатеринбурге. Здание в стиле классицизма имеет 3 этажа, украшено большими колоннами белыми. Напоминает дворец. Белым его прозвали за Вон как раз белые колонны спереди, но это другое. Да, в нем размещалось главное управление Кыштымского горного округа. Тут останавливался во всех своих визитах заводовладелец, здесь жили семьи управляющих, правительственные чиновники, главный лесничий, а также прислуга. Были тут и заезжавшие на кыштымские заводы известные люди. Среди них был и знаменитый химик Менделеев в 1899 году. В советское время Белый дом занимали ремесленное училище, школа медсестер, эвакуированный из Ленинграда педагогический институт имени Герцена, дом пионеров, детская библиотека, а позже его передали краеведческому музею. Угу. А сейчас идет реставрация там, собственно. Да, является объектом культурного наследия. В 2000 году началась ремонтно-реставрационные работы. В 2000-м. Идут они крайне неспешно, состояние здания по-прежнему весьма печально. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь затянувшаяся на несколько десятилетий реставрация закончится. В 2024 году уж написано. Угу. И здание снова станет гордостью города и будет радовать людей. Да, быстрее бы.
Быстрее бы. Набережная, завод, в общем, там, где реконструкция, церковь. Вышли мы прогуляться, погода хорошая, минус 6 градусов, прям благодать, солнышко светит, красота. Идем к Народному дому. Все тут из чугуна, смотрю, начали появляться замочки свадебные. Кривой? Ну, он чуть-чуть наклонен, как бы. Угу, с наклоном. Может, так задумано? На берегу пруда стоит очень красивое здание Народного дома. Улица Театральная, 2. Оно построено в 1913 году, архитектор неизвестен. Недавно здание отреставрировали. Заодно тут благоустроили набережную, поставили фонарики из каслинского литья О, Каслинское и скамейки. В Касли мы недавно были, всем привет оттуда. Вот оно, Каслинское литье. Ну, скамейки красивые. Да, красивые. Тоже, наверное, вот здесь. Да, Каслинское литье. Так, и все, больше не написано. А такие мусорки, вон, Каслинское литье. Это Только... чугун. Да. Только ничего не написано, да, на них? Да. И все, больше про ничего про Народный дом нет? Чего он, для чего он? А он закрыт, интересно? Какую, интересно, сейчас он функцию выполняет? Кто вот местные жители? Подскажите, пожалуйста. Вот есть. А вон код есть. QR-код? Да, вон там. Давайте QR-коднимся. Зашли в Народный дом. Не знаю. Касса, схема зала. Уважаемые зрители, во время выступления артистов ходить в зал строго запрещено. То есть здесь вон выступают люди. Это как будто дым. Это дым, что ли, тогда? Ух ты, классно. Зрительный зал, ребята. О, засняли. Такой запах, да, интересный? Тихимиров Александр Евгеньевич, народный художник, рельефный материал раме с характерными мотивами. Почетный гражданин города Благовещенска. Наверное, чугунное литье. Птицы. Станковая композиция. А почему птицы смотрят на птиц, что ли? Деревенская танго. Папа пошел в туалет, ему разрешили. Сторож, охранник, такой вежливый мужчина. Все нам рассказал, что здесь театральные выступления проходят, что выставка будет тут местных скульпторов. В общем, все доброжелательно. Так, дверь в какую сторону? В эту. А? Шутили, что сейчас нас выгонят. А в итоге это все доброжелательно тогда? Да. Все вежливо, все классно. Как бы дом культуры. По-простому. Ну, по-простому, да, но как бы сам человек, вот кто здесь ходит, я не знаю, просто он охранник там или сторож, в туалет разрешил сходить. Все рассказал нам, что в 2 часа выставка будет. То есть, ну, классно. И рассказал, что вот строить-то его начали реконструировать полгода назад только. Ну, достаточно быстро делают, там почти миллиард выделили на это деньги. Там часть зданий, каких-то башен заводу принадлежала. Это все отдали. И, в общем, там, ну, глобальная реконструкция будет. Прям место, говорят, красиво сделают. Так, ну что, поехали дальше. Еще раз будет повод приехать. Да, еще раз будет повод приехать. Это точно. Идем, гадаем, что это за деревья, ребят. Подойти не можем. А, хотя сейчас подойдем, вон тропинка нашлась. Нет, не лиственница. Интересно, да? Я первый раз это вижу. Красивенько так. Воспользовались умным фото Алисой. В общем, это туя. Декоративная. Семейство кипарисов. Так смотри, шишечки типа, да, есть? Такие маленькие-маленькие. Точно, мини-шишечки. В общем, 4 церкви здесь расположены в виде креста, если смотреть сверху.
Так, здесь у них Духовская церковь. Здесь у них городской парк. Кстати. На стоянке, к сожалению, места нет. Поэтому папа остался в машине, а мы по-быстрому сейчас сходим. Посмотрим городской парк имени Пушкина. Так-то симпатичненько, да, все? Выглядит. А? А было написано в Яндексе. Ну, ты же хотела с горочком покататься? Можешь. Ледяная горка. Так это не ледяная. Труба. Я там Труба. застряну. Ну, он небольшой вообще. Классно такой этот городок. Вид-то, смотри, на горы, да? Вообще классно. В горах там, правда, тучи. Летом-то здесь классно. Считай, водоем, детская площадка, скамеечки. Нет, ну его улучшают, этот город, постепенно. Кыштым. Ранее я не помню этого парка вообще, если честно. Разведчество. Орюр, Уральский отдел. Организация российских юных разведчиков. Угу. Ну все, пойдем в машинку. Ты же не будешь с горочкой кататься, сказала. А так-то красиво, смотри, в виде Кремля сделано. Это что такое? Новый парк в центре города. Могу благоустроить. А оно что, не нажимается? Нажмите на кнопку. Это для связи с ЕДДС. Да? Единой диспетчерской службой. Ну ладно, идем. Так, сейчас мы едем к Парку Победы. Давай тут проедем. Мы тут не ездили. В общем, ребят, знаете что? Вот мы, конечно же, все сегодня не объездим, скорее всего, да. Кому-то может обидно будет, кому-то нет. Чей-то домик засняли, чей-то нет. Но смысл в чем? Мы еще летом сюда обязательно поедем, поэтому просьба к вам: распространяйте видео в своих сообществах, подслушано, Кыштым, там еще где-то. Давайте популяризировать эту тему, чтобы больше ваших жителей и людей, кто уехал из города, то есть у них ностальгия, да, сейчас они могли это видеть. И, в общем, вы будете комментировать, да, например, куда стоит еще съездить, что мы пропустили. И летом, когда мы поедем, уже с учетом ваших комментариев, мы сделаем новый обзор и тем самым дополним вот это первое видео, которое сегодня снимаем, дополним вторым. И то есть такая вот более полная картина будет про город Кыштым. То есть мы так со всеми городами, в принципе, делали. Последний вот в Полеском мы ездили, местные жители начали там писать: там не бывали, все. Там съездили, побывали. Ну вот, собственно, давайте присоединяйтесь. Будем наши города, так сказать, популяризировать. Я думаю, это будет полезно. При этом надеюсь, что это повлияет положительно на город. В плане благоустройства, вот в плане, например, здания не покрашены какие-то. И может администрация города увидит, что у роликов много просмотров. Обратит администрация областная и местная. И может им в бюджет, например, выделят деньги на благоустройство. Что здания вот эти покрасят жилые, сделают красивую тему. И будет город прям яркий, сиять и так далее. При этом краска же у нас в России производится, по местным производителям поможем также. Краски же много надо, работы много. То есть люди какие-то зарплату за это получат. В общем, одно развитие только в этом, ребята, одно развитие. Ну, гаражики, да, и железные. Я все всегда раньше так думал, вот стоит машинка в гаражике в этом железном, приехал с краном и забрал вместе с гаражиком машинку. У ней пола-то нет, ты в гараж только заберешь. Ну, понятно, да. Так, какой-то другой улицей поехали. Слушай, тут Кыштым, вот если честно, кататься по нему, он прям какой-то лабиринт немноженько. Скорый у них Форд. Так интересно, дом, да, стоит, как на постаменте таком поднят. Улица Горелого. Улица Горелого. Ага. Ух ты, блин. Там такая ямища была, ё-моё. Вторая. Да, вот вторая. Ловушечки местные, ловушечки. Кыштым жилстрой. Видимо, свежие домики. Снова улица Калинина, только, правда, другая часть. Вот, да, мы здесь налево свернули, вот едем прямо. Мы как раз должны выехать на стоянку вот
вот этой, как она называется, Аллея Победы? Да. ДК Победы еще. ДК Победы еще. Вот она, кстати, наверное, сзади. Где-то здесь, я помню, стоянка была. Ох, как классно на солнышке. Машинка только у нас вся уже устряпанная, погода такая. Вот смотрите, Каслинское литье. Касли написано. Ну чё, зачитаешь? Прям памятник. А это же, наверное, та же, нет, штучка. Какая? Не туя. Не туя? Не знаю. Честно. Дворец культуры Победы имени Анисимова. С телевизором. Солнце яркое, ничего не видно, надо в упор подходить. Здесь у них, я так понимаю, зимой ледовый городок стоит. Его теперь уже нету. Время его прошло, ушло до следующей зимы. Угу. Можешь читать. Сейчас. Только если бы увидеть, да, еще на солнце тебе что-то. Да. Так, площадь Победы. Так, в 1985 году на площади поставили памятник труженикам тыла. Другое название рабочий или Урал ковал победу. На постаменте стоит рабочий, в занесенной вверх руке он держит молот, а другой рукой прижимает к земле меч, обвитый гвардейской лентой. Автор и скульптор Харламов и архитектор Чертиков. Поехали дальше к женской гимназии. Кстати, вот заметил, тут деревьев много красивых, да? Ели, там, елки. И все живое. Классно. Заметила сегодня слово? Прикольно, ни разу не сказал. Все-таки бью паразитов на корню. Тему не сказал. Я не знаю. Надо потом пересматривать. Повернули на улицу Карла Либкнехта. И получается, уже поехали, что ли, в Нижний Кыштым, так называемый. ТК Олимп. Пятерочка, ТК Грант. Касли Карабаш прямо. Пересекаем улицу Механическую. Частный сектор. Дорога здесь не в лучшем состоянии. И конечно, прямо как на коне. 30. Зато не уснешь, да? Везде свои плюсы и минусы. Улица Максима Горького. Так, собачка, не беги пока. Ну, так-то мы куда-то в обратную сторону уже поехали. Ну ладно, ездим. Все равно посетим все точки, неважно как. Ну, больше заснимем самого города даже. Вот видите, между какими-либо рассказами, вон, видите, церковь издалека хорошо смотрится на горке. Между какими-то рассказами ездим по разным улочкам. Вот что вот нас Алиса здесь, да, повела, Яндексовна? Видимо, чтобы мы посмотрели, и все. Вот, Смотри, какой вид-то, да? Шикарный. Классно. Как будто где-то в Крыму ездим. Вообще шикарно. Кому нравится, нажимаем лайк. Так, главное у нас направо ходит, а нам прямо, и потом налево. Улица Республики. Касли направо. Вот смотри, что-то написано там на этом домике. Москотельный. Интересно. Здание-то старое, видно. Торговый центр Квадрум. Там добро цен. Домики старинные. Мы снимаем обязательно. Дом молитвы всех народов. Поехали. Специально скорость помедленнее. А, так мы же здесь и ехали, мы здесь и выезжали.
То есть вот этот дом, женская гимназия, да? Нам где-то слева будет. Скоро. Или с улицы Республики. И вот это старинное здание. Точно старинное же, да? А тут что, ров какой-то? Ай, не знаю, наверное. Ров, река, канал. Так, что-то у нас сейчас бросили. Птица кафе. Так, разворачиваемся, ребята. Ну вот он. Интересное здание Кыштымской женской гимназии. Это красивое двухэтажное здание из красного кирпича с большими арочными окнами, построенное по проекту техника Ушакова в 1907 году. Женская прогимназия в Кыштыме оказалась первой и единственной в этом горнозаводском округе. После революции в здании открылась школа девятилетка, а в годы Великой Отечественной войны разместился эвакуированный из Ленинграда педагогический институт имени Герцена. Позже здание заняло техническое училище. Все, да? Дальше что у тебя сразу говорит? Там Троицкая церковь, наверное, да? Свято-Троицкая церковь недалеко отсюда, на берегу пруда. Красноармейская 1. Едем туда. Поднимаемся куда-то наверх, к пруду. Ну-ка, дом. Здесь в 1907 году были конспиративная квартира Кыштымской уфалейской организации СДРП, которой руководил Борис Евгеньевич Швейкин. Так он что, с 907 года не сгнил еще? Да, получается. Уже деревянный. Ну, содержали хорошо, значит. А, вот. Вот он. У тебя есть про него что зачитать, да? Троицкая церковь, а не про нее. Это точно оно? Да, да. Свято-Троицкая церковь. Построена на средства купца и управляющая Верхним Кыштымским заводом Зотова за рекордно короткий срок. В 1847 начали, в 1949 годах кончили, построили. Автором проекта стал архитектор Константин Тон. Уже где-то я его слышал. В советское время церковь закрыли, колокола сняли, Точно ничего нет. купольные барабаны разрушили. В здании размещался клуб механического завода и кинотеатр при нем. А позже здесь организовали заводской музей. Затем здание стояло заброшенным. Сейчас передано РПЦ, восстанавливается. При расчистке подвалов волонтеры обнаружили человеческие кости, лежавшие без гробов в небольших ямах-колодцах. Кто это и как тут оказались, неизвестно. Да, кошмар. Все, да? Да, РПЦ передали церкви, а ничего их не делает. Да почему? Может, уже и делается? Машинка стоит. Но. Летом тут, наверное, красиво. Вот тут. А, тут, смотри, вид на забор. И не одна машинка стоит. А это, может, рыбаки, кстати. Тут может так снести, да, по льду-то. Храм во имя Троицы Живоначальной. Кстати, вон, видишь, открыто. Точно там что-то, наверное, делают. Да, там строительные материалы внутри. А вверху табличка Угу. конструкции. Так. Потомственный почетный гражданин, екатеринбургский купец Поликарпович Зотов. Священник Михаил Степанов Копьев. Это не этот, который злой был. Двигаемся в Нижний Кыштым. Там уже без описания, да, достопримечательности. Да. Просто название, ну, проедем, посмотрим. Так же, как поведет нас Navigation. Да, старые домики-то будем снимать. Интересно. Улица нигде не написана. 9. Улица Володарского. Навигатор показывает. Вот написано. Мгм. Володарского. Добил я железнодорожный вокзал. Едем до него. Такие домики разноцветные, да? Синенький, бирюзовый. Смотри, крыши-то есть новенькие тут.
цветные, красивые. Ну, тут предприятие есть, где работать. Ну да, здесь работа в Кыштыме есть. Это вот в деревнях. Так, нам куда прямо еще? Снова у нас улицы Республики. Что-то строят. Ну, тоже старинный домик. О, многоквартирные дома начинаются. Табличка ЖД вокзал. О, ничего себе, мечеть. Мечеть. Красиво выглядит. Так, налево ЖД и автовокзал. Почему-то показывает сейчас поворачивать. Позже же. Полицейский лежачий. Ну, собственно, к нему ехать не обязательно. Так, все хорошо видно. Симпатичный вокзальчик. Ухоженный. Едем дальше. Едем, в общем, прямо. Вроде там снова многоквартирные дома виднелись. Где-то пруд должен быть, набережная. Самолет, да? Там или что-то такое. ПВО. Выставка. Средства ПВО. А, вот пруд начинается справа. Так, это что у них? Кыштым 2023. Поздравляют дети. Дети нарисовали. Вот люди живут с видом на пруд, с видом на заводы. Да. Сочетаемо. Вот самолеты. И ракета С-200. И ракета. Дальше там где-то будет теплоход. Так, это что у нас? ДК. Да, Дом культуры металлургов. Т-34. А это что за красивое здание? Кыштымский медэлектролитный завод, физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще раз название. Церковь во имя святителя Николая Чудотворца. 1896 года постройки. Ага, красиво. КМС. 265 лет традиции прошлой технологии. Это что за завод металлургический? Что такое? Теплохода мы так и не увидели, его как будто бы убрали. Видимо. Здесь какая-то мастерская, я как помню. Что-то здесь делают из драгоценных металлов. Изготавливают. Данила Мастер. Ювелирный завод. Квест 2032. Что-то мы везде стали эти квесты, да, видеть? В разных городах. Что за квесты, ребят, пишите. Интересно. Так, это, наверное, дорога обратно. Кыштымский электролитный завод. Вот оно что. Проедем здесь, потом поедем, сходим по рынку, прогуляемся, зайдем в какой-нибудь продуктовый магазин. В какой-то промышленный район поехали. Так, улица у нас Булдымская. Курчавого. Улица Курчавого. Так интересно, главное завод. И вокруг прямо он окружен жилыми районами, домами. Тоже как-то необычненько. Площадочка спортивная какая-то. Тут, конечно, не очень все это смотрится в плане того, что завод, да, и дома сразу же жилые. Интересно,
Он же, наверное, медиэлектролитный тоже что-то вредное выбрасывает. Прям все так рядом, необычно. Что там шумит? Колесо, что ли? А? Колесо шумит? Ну, у меня окошко, видишь, приоткрыто, проветривается. Как раз проветриваю, когда с завода проезжаем. Нормально. Местная заправка, экологическая энергия. Что-то так дешево тут. Не знаю, мест не пишите. Нормальный бензин нет. Ну, поехали направо, проедем. Квартал, торговый центр. Хлеб, выпечка, кофе. Как-то помню, мы там сидели, по-моему, да? В какой-то пиццерии или что-то такое. Кому? Доброцен. Папе. С тобой-то мы тут не сидели точно. Точно Где-то нет? были, наверное. Дом-сад. Автомойка, Керхер. Красный кирпичный домик такой выделяется здесь. Это у нас улица Степана Разина. Тут магазинчиков куча. Так. Мы тут... Селена, какие-то непонятные улицы. Непонятные улицы, запутанные лабиринты. Ну, видишь, куда-то едем, а куда? Непонятно. Ну и ладно. Все равно приедем. Да. Кулинария. Хуторок, ресторанчик. Чистовик, это что такое? Автомойка. А, автомойка. Автомойка, точно. Так, ну дальше частный сектор. Наверное, не поедем уж. Давайте налево и по навигатору до рынка. Так, я хочу еще по другому маршруту поехать. Во двор заехать. А есть ли здесь проезд? Интересно. Есть. Или нет? Как-то непонятно. Ты там. улицу прочитай. А я не вижу. Табличка. Северная. Сопляков. А, Соплякова. Вот там мне интересно, есть съезд? Нет? Похоже, нет. Поплутали здесь по двору, он тупиковый оказался, разворачиваемся, едем по навигатору. И здесь еще брат мне как-то фотку скидывал, что якобы есть какой-то дом, такой оббитый мягкими игрушками, но мы его что-то не можем найти. Ралина вот смотрит в интернете, нету. Поэтому в комментариях, если что, скидывайте адрес, вдруг сегодня мы его не увидим, то летом съездим. Спуск я нашел. Город Невельск. Другой город находит, ну. Ну, Ничего страшного. Свой дом увидит, кто-то свой дворик. Нам будет приятно. Вроде выезд есть сюда, да, есть. нет, нет. Не можешь найти? Ну ладно. Невельск какой-то все. Сахалинское. Мгм. Сахалинск. Но это далеко, Норильск-то от нас. Странно, если это И достопримечательность. домики мне Екатеринбург напоминают. Когда у нас тетя Лена-то жила. Ну там девятиэтажка, правда, была, пятиэтажка, но похожи очень. Детский сад Забава. Кирпичный. Сейчас как раз ехали, вспоминали, что детских садиков мы мало видим. Обычно вот ездим в населенном пункте, в том же самом Полевском, на каждом шаге детские садики были. Сразу же еще один детский садик. Здесь, правда, они не очень яркие. Это что такое за здание классное? Рыба, мясо. Ресторан, что ли? Гриль-хаус. Улица Образцова. По этой улице мы
мы не ездили. Сюда мы ехали по другой. По республике. Конечно, асфальтное покрытие здесь похуже немного. Ну вот смотри, домик справа симпатичный, да? Покрашен слева, достаточно симпатичный тоже. А, или он только построился, или строится? Новый, да. Это что-то голубенькое такое. Промышленность какая-то. Прочитали уже все. Так, Лукойл 92 46 67 95 51 99. Историю. Опти. Аралина еще про легенду чуть расскажет. Какая там легенда? Прочитает. Просто кыштымский Про карлик. кыштымского карлика давай. Кыштымский карлик или Алешенька. Антропоморфный артефакт, представляющий собой мумифицированные останки, вероятно, человеческого выкидыша, найденные в 1996 году у южной окраины Кыштыма в поселке Каалиновый Челябинской области. Впоследствии останки были утрачены. Сохранились только фотографии и видеозаписи мумифицированного трупа неизвестного существа, чья биологическая видовая принадлежность долгое время не была установлена с полной достоверностью. Доказательства его жизнеспособности на протяжении продолжительного времени, его анатомические и физиологические характеристики, поведение, биологические реакции на внешние раздражители установить с полной достоверностью не представляется возможным, так как все они основываются исключительно на показаниях очевидцев, видевших его в период жизни. Артефакт биологического происхождения в виде плохо сохранившегося из-за неквалифицированной попытки мумификации необычного трупа действительно существовал, что подтверждается фото и видеоматериалами. В то же время факт его находки оброс различными сверхъестественными и мистическими подробностями и домыслами. По мнению скептиков, сведения о его существовании носят характер городской легенды. О, как. Городская легенда. Что, читать? Давай. Там много? Нет. Давай. Подожди, городская легенда — это просто городская легенда. Что это такое городская Обманула тут всех, заинтриговала. я думала, будет рассказ, что... Пойдем прогуляемся по рынку Арбат, посмотрим, что там за ценники. Здесь также есть еще Бали, кыштымские, или как там называют, Мальдивы. Да, чего? Ну то, что ты хотела, там, как Мальдивы какие-то или Бали-то, зеленые водоемы. Я-то там был уже, но зимой-то нет смысла сейчас там быть, поэтому оставим на лето мы это дело, тоже красивое. Отравленные водоемы. Ну, они, да, отравленные, там вроде как купаться-то нельзя. А, так вот, смотри, вон вещевой рыночек, ценники тут не пишут. Таких рынков-то? Да что, нет-то есть. Ну, видишь? Конечно, холодно. К сожалению, ценники тут, ребят, не пишут. Надо так спрашивать. Но с камеры не хотят, говорят, говорить. А, вон продуктовый, по-моему, рынок, да, пошла? А нет, не продуктовый. Ведра всякие. Но сразу старинное, былое все время вспоминается, 90-е. Еще немножечко проедем, потом зайдем в торговый центр «Радуга». Посмотрим, что за центр у них. Все-таки это достаточно такая тоже важная инфраструктура для городов. Но прям крупных торговых центров я здесь не увидел. Как и в городе Косли, в принципе. А это что такое у них? Как исправительная колония выглядит, да? Действительно, столько заборов. Ладно, не будем ее снимать. Хотя, это, наверное, не секретный объект. Завод уж мы не стали снимать, потому что считаем, все-таки, может, это стратегический объект. Поэтому, ну, весь именно, то есть там центральную часть, например, без проблем. Строительный рынок, стройрынок. Корт хоккейный, хороший, со льдом.
Ох, ох. Так, еще один корт по старине. Так, нам надо как-то налево выехать, да? Радуга центр там. Дома тоже какие-то старые, видимо. Без балкончиков совсем. Двухэтажные. Но покрашенные. Почему-то у меня улицу не пишет, что за улица. Демина? А. Приехали в Радугу, торговый центр. Сейчас где-нибудь тут парканемся и пойдем прогуляемся. Двухэтажный, сыры, всякая фермерская лавка. Да нет, ты что, тут такие ценники в этих сыров. Мы лучше на ферму заедем, что ли. 2690 рублей он кусок. Пускай сами едят. Нафиг они нужны. На ферме точно такое же, но дешевле. Они, кстати, вот некоторые покупают там на фермах, цены накручивают 200-300 раз. А мы знаете, что, ребят, видели? Пойдем, это продуктовый, да? Только что за магазин? Какой магазин? Не знаю. Магнит, видимо. Короче, в городе Кослин на рынке продают виноград там мужик. И, соответственно, рядом монетка прям. И, соответственно, он раз закрывает лавку, я такой смотрю, куда он пошел. А он пошел в монетку и берет там и покупает тайфи магазин, виноград, он был по 90 рублей, тогда дешево. А потом приходит и свою эту наваливает. Представляете? А там он продает у себя по 260 рублей. Вот и весь бизнес, ребята. Купил монетки, а продал на рынке. И все думают, что это виноград лучше, чем в монетке, а это то же самое, только в 4 раза дороже. Магнит, да? Это магнит. Угу. Сейчас посмотрим, что тут продукты основные. Что у них тут есть? Мяско. Мясо птицы 266. Не-не-не. Это, да. Шейная часть свинины 349,90. Пишите, у вас какие цены в регионах. Рыбонька. Небольшой магазин. Фрукты. Мне вот интересно, сколько этот виноград стоит, если он тут есть. А я что-то его пока не вижу. 279, 299. А, ну такого вот нету тайфи, который. Посмотрим овощи. Капуста белокочанная 26, картофель 47. Ну разные он тут, разные есть. Слушай, огурцы-то везде подорожали реально. Сколько? 249. Но А помидоры наши? 137. А тут нет наших помидор. Ну, я, по крайней мере, не вижу упаковку. Ребят, так сказать, обычные ценники. Уже длительное время они как бы вроде не повышаются. Единственное, конечно, в Челябинской области дешевле, чем в Свердловской области. В основном так бывает. Но они, знаете, тут цены такие гуляющие на все. Что-то сегодня дешевле, что-то там завтра дороже. В общем, при том разных фирм. Все это дело. Ну, я смотрю, цены такие же. Такие же, да? Тоже 470. Ну вот мы каберне берем, 479, да, подорожало, а брали за 300. А вот это не вижу. В общем, ладно. Поехали. На второй этаж сейчас зайдем. И все, в принципе, тогда. Нету, да, такого вина, который второй-то нам понравился. Ну ладно. Это у нас отдельная тема на Дзене. Ой, та-та-та-таврия. Как после этой рекламы я не перевариваю эту фирму. Когда каждый день ее в машине слышишь. Собственное производство малахит. А что за малахит, интересно? Пойдем посмотрим. Всякие сладости, которые нельзя. Блин, а пахнет вкусно. Да, масло, что 2 рубля. Сахар, яйцо, ванилин, сливки, сгущенка вареная, масло сливочное, да. клево. Что, хочется тортик? Тебе нельзя, хочется, да? Очень Ну вкусно. бери, господи. Да, что-то Ты ж худенькая. Второй этаж. У них здесь РБТ, Галамарт. Перчик. Вот, кстати, перчик, помнишь, я говорил? Мне пицца в перчике нравилась. Тесто тоненькое, вкусненькое. Но мне теперь нельзя его. Все нельзя. Да, ребята, мы на безуглеводной диете. Вот так вот. Не, иногда можно себе позволить, почему и нет? Пойдем цены на перчик посмотрим. О, нифига, такой он еще такой достаточно продолжительный. Так, стандартно 475, 30 сантиметров большая 665, максимальная 795. Последний раз, когда я пиццу ел, это все в 2 раза подорожало.
Я давно ел. Как это прикольно? Есть экскаватор. Экскаватор, но он не работает. Мы пешком идем. Также папа взял прибор, который меряет радиацию в микрозивертах. Вот мы сейчас едем здесь 18 соток, 19 соток. Но это в норме же Норме. показано. Сейчас мы проедем через весь Кыштым, там уже в конце посмотрим, было ли превышение какое-нибудь или нет. Ну, берем для интереса из-за того, что тут след тоже проходил вроде как. Рядом, по крайней мере. Поэтому тут через Течу, через мост ездили. Ну там, да, Как через до Течу ездили. 90 дошел, как заверещал, Ну да, там-то прям радиация. мы скорее уехали. Так, ну что там, раллиный измеритель радиации? Также, ну до 9 снижалось. До 9 снижалось. Кстати, здесь, вот в одном из домов, по-моему, следующем, будет магазин Славура, сеть. Там всякие типа вкусняшки, выпечку продают. Раньше говорили, что очень вкусно. Даже с нашего города сюда с сосисками в тесте ездили. А сейчас, ну вот мне, по крайней мере, говорят, что вроде как потерялся этот вкус, потерялось это качество. Но не знаю, пишите, как вам. В общем-то, мы выезжаем уже из города. Обзор на этом наш закончен. Всем спасибо, кто смотрел, да? Всем пока-пока. От папы, от мамы. Ну ладно, от мамы тоже. Она нас смотрит, маме привет. По-любому. И, в общем-то, давайте, ребят, все обсуждения в комментариях. Пишите еще пожелания, куда съездить в Кыштыме. Понятно, что есть Сугамакские пещеры, понятно, что есть Людорудник. То есть, но это дело все летнее. Ну, летом красивее. Хоть и клещики. Но все равно. В общем, пишите, что мы упустили. ВКонтакте, там, в Ютубе, неважно. Ну, ВКонтакте, конечно, удобнее. Мы это все дело будем хранить. И летом, когда поедем, заранее вам сообщим. И вот по всем этим местам проедемся. Все, всем всего хорошего. Кыштымцы, пока. Все, крепкого здоровья, счастья, любви. Что еще пожелать? Как Новый год прям желаю, да? Да. Короче, самого лучшего всем всего. Мира и добра, главное.